Меня зовут Маргарита, и в этом уроке мы с вами установим WordPress на локальный компьютер и разберемся с первыми настройками для своего сайта. Чтобы установить WordPress, либо другую систему управления содержанием сайта локально, необходимо создать веб-сервер локальный. В данном видео мы разберем XAMPP. Скачаем XAMPP для своей версии OS на их официальном сайте. В данном случае я скачивала Windows. И устанавливаем. После легкой установки запускаем, где мы можем установить наш веб-сервер. Основное, что нам здесь понадобится, это сервер для обработки. Давайте их установим пока что. Сервер для обработки скриптов PHP и сервер для обработки базы данных MySQL. Запустить мы их можем по кнопочке Start. Они, как вы уже видели, загорятся зеленым цветом. Также здесь необходимо отметить такой модуль, как FileZilla. FileZilla — это бесплатный FTP-менеджер, с помощью которого можно скачивать и загружать любые файлы с FTP-серверов. У меня скачано отдельно FileZilla. Вот такими легкими движениями, допустим, двойным щелчком, я могу локально у себя изменить мой файл index.php с сайта. Очень удобно. Также мы можем изменять картинки, перетаскивать просто. То есть мы можем локально изменять в любом нашем редакторе текста и загружать непосредственно на наш сайт. Ну, что-то мы отдалились от темы. Запустим наш локальный сервер. Все у нас загорелось зеленым. И в своем браузере мы можем нажать localhost. Так, localhost пишем. Localhost. И переходим на вот такую страницу. Если вдруг у вас появилось что-то другое, сообщение об ошибке, то напишите http localhost. Тогда у вас все заработает. Здесь нам необходим только подраздел php-myadmin. Здесь, конечно, много чего интересного, но необходимо нам только это. Отлично, мы запустили наш localhost, зашли в my-php-admin. Так, зачем нам нужно php-myadmin? Для работы сайта динамического формата нужна база данных, и при обращении пользователя к нашему серверу, сервер будет обращаться именно к нашей базе данных. И из разных кусочков, хранящихся там, будет генерировать нашу веб-страницу. Для каждого сайта необходима своя база данных с огромным количеством таблиц, которые зачастую создается уже автоматически. Создать нам надо базу данных самостоятельно, потому что она находится у нас на localhost. Назовем ее start v. Отлично. Создаем. Наша база данных создалась, сейчас она пустая. Теперь перейдем на наш локальный диск, откроем папку XAMPP, которая хранится зачастую или в диске C, или же в вашем файловом Programs Files. Здесь мы видим много разных папочек, но нас интересует именно htdocs. Заходим в нее и замечаем, что здесь уже имеется содержимое, причем
Dashboard — это тот самый дашборд, который у нас был при попадании на localhost. Вот он. Создадим новую папку с названием нашего будущего сайта. Назовем его WebStart. Отлично. Далее необходимо скачать дистрибутив WordPress. Это делается несложно. Мы нажимаем на официальном сайте кнопочку Get WordPress, переходим и скачиваем. WordPress я уже скачала. Вот он был, я его распаковала. Здесь мы можем перенести всю папку WordPress, но это будет неудобно, потому что нам придется больше всего писать в нашей адресной строке. Поэтому мы переносим все содержимое, нажимаем Ctrl-A, выделяем и переносим наше все содержимое. Отлично. Теперь пишем здесь название нашей папки WebStart. Web. И попадаем, прошу прощения, localhost WebStart. Сейчас произойдет загрузка. И попадаем на установку нашего WordPress. Выбираем английский язык. Итак, мы зашли на наш localhost, и у нас высветилась приветственная панель WordPress с необходимыми для нас данными. Если вдруг она у вас не высветилась, проверьте синтаксис, чтобы все правильно назвали, или перезагрузите ваш XAMPP. То есть просто стоп нажмите и заново перезапустите. Продолжаем. Здесь нам необходимо назвать нашу базу данных. Берем название мы из Start F. Также имя пользователя мы можем создать в имя пользователя базы данных, но в данном случае мы используем стандартное root и не имеющего пароля. Также название, префикс таблицы нашей будет отображаться у нас вот здесь. Допустим, здесь PMA. Префикс, мы его оставим стандартным WordPress. В дальнейшем, если вдруг вы будете это делать не на локальной машине, лучше менять на название темы или на название вашего сайта. Продолжим. Отлично. У нас все хорошо. И мы сдаем нашу установку. У нас есть название нашего сайта. WebStart. Имя пользователя нажмем админ. И пароль мы поставим 1, 2, 3, 4, 4. Лучше, наверное, 4, 5. Да, мы разрешаем легкий пароль, потому что мы это все делаем на локальной машине. И можем указать email для того, чтобы не забыть пароль. И, конечно же, по поводу индексации мы пишем пока что не индексировать, чтобы пока наш сайт находится в разработке, его не видели наши поисковики. Устанавливаем WordPress. Ему не понравился наш
Отсутствие имейла. Напишем. Так, вот так. Отлично. У нас загрузился наш WordPress. Мы входим под админ. Отлично. Заходим. И у нас открывается стандартная панель WordPress. Здесь мы можем посмотреть, что у нас сейчас имеется на нашем localhost. И, допустим, поменяем сразу тему на какую-нибудь другую. Допустим, вот так. Зайдем в кастомизацию. Нам добавилось несколько еще данных. Вот она, наша изначальная запись. Но о записях и страницах мы поговорим чуть-чуть попозже. Сейчас же нас интересуют общие настройки. Здесь мы можем поменять название нашего сайта и его краткое описание. Краткое описание, как я уже говорила, необходимо для того, чтобы поисковики находили вас. То есть здесь где-то 200 символов будет достаточно, но написать его обязательно. Адрес сайта и адрес WordPress трогать не стоит, потому что вы потом просто не найдете, не войдете на свой сайт. Это не приведет к замене вашего домена, так как необходимо его сначала будет купить, а потом уже исправлять, если это не случилось автоматически. Также здесь одной из важных кнопок является вот эта вот галочка, которая, если не поставить, не смогут у вас зарегистрироваться ваши пользователи. Допустим, это актуально для каких-нибудь блогов или там чат-мессенджеров, в которых необходима регистрация. Здесь же мы можем изменить формат даты, но меня она устраивает вполне. И сохраним изменения. Теперь перейдем в раздел «Постоянные ссылки». И здесь мы можем изменить наши ссылки. По умолчанию у нас идет ссылка с годом, месяцем и датой создания, а дальше названием. Но это не всегда удобно. Иногда некоторые используют как ID, и некоторые используют название и ID. Даже можно просто название, postname. Думаю, так мы и оставим. Сохраняем. Последнее, что хотелось бы показать, это то, что наша стартовая база данных, сейчас мы ее обновим, изменилась и создано множество других таблиц. Ссылки, посты, пользователи и так далее. Это все создается автоматически. Здесь, конечно же, можно изменять какие-то данные, но пока что мы этого делать не будем. Итак, в данном уроке мы посмотрели, как создавать на локальном компьютере сайт и установили на него WordPress.